Здравствуйте! Сегодня мы попробуем с вами сделать вот такие вот цветочки. Вербера называются. Они бывают очень разных цветов, очень интересные, красивые. И вот так вот вставлять в букет очень здорово. Самое главное — это создать вот такой вот рисунок в центре. Да? Но на самом деле это все просто. То есть вот они настоящие. Вот они, сделаны мной. Правда, пока еще без зелени. Я покажу на примере красного и светло-фиолетового, как делать вот такой вот рисунок. Если внимательно рассмотреть, у красных прям вот маленькая серединка светлая, а у фиолетовых более крупная, так же как и у других, вот темно-фиолетовых. Поэтому как я делаю? Горошинки приблизительно по полсантиметра одного и второго цвета. Вот если красные вы хотите делать, чтобы серединка была прям светленькая, то мы их просто соединяем вместе и хорошенько скручиваем в капельку. Если делать, чтобы были более обширный рисунок белого цвета, то мы делаем из фиолетового небольшую капельку, ее ступляем, то есть делаем углубление, и в него из белой также делаем капельку и остреньким кончиком вставляем и прокручиваем, делая также капельку. Берем маникюрные ножнички и разделяем на 5 частей. То есть первая у нас надрез меньше половины, большая часть у нас разделяется на 3 части. И следующая на 2 части. Распределили. Разрезаем до белого основания. То есть вот эту вот красную макушечку. Вот как вы уже видите, внутри совсем немножечко просвечивает белого. Я обязательно лепесточки хорошенько сплющиваю и для удобства протягиваю ножку. Таким же образом я делаю фиолетовый, дорезаю до начала белого цвета, разделяю на 5 частей. И как вы можете видеть разницу после этого я беру тупым концом стека, просто расплющиваю лепестки в одну и в другую сторону, от центра к краям, от центра к краям.
краям. Почему я работаю сразу 2-3 цветка? Первый этап сделали, даю хоть немножечко подсохнуть, чтобы не липли инструменты. Глина у меня свежая. И распределяем. Вот про что я и говорила. Можно также окунуть в крахмал, чтобы инструмент не лип. Теперь острым краем мы будем делать небольшие складочки, так как они все-таки не такие ровные, как вот мы их выгладили сейчас. Поэтому от центра к краю мы еще раз проходимся, истончая их. В центре у нас остается толщина, за счет нее при высыхании получится небольшая складочка. И как вы видите, я работаю только с краем лепестка. Центр я не трогаю. Берем проволочку, вставляем в центре, протягивая через середину ствола. Чтобы сделать тоненький ствол, вот я краешек петельки оставляю. Сначала проворачиваю внизу, чтобы было тоненько, а потом начинаю приподнимать кверху. Вот так вот у основания, прикрывая полностью в центре проволочку. И прокручиваю. Вот тоненький ствол получается. Они строго под углом 90 градусов раскрытия. Есть также чашелистники, но я не вижу смысла отдельно их делать, просто подкрасить. Первый и второй цветочек. В соцветии у них, ну так как я делаю все-таки чуть крупнее их, поэтому я сделаю от 8 до 10 штучек. Ствол я подкрашиваю буквально чуть-чуть снизу зелененьким, с плавным переходом к цветочку. В центре у красных немножечко желтого цвета, поэтому я беру самый тоненький шарик и буквально чуть-чуть прохожусь. У фиолетовых есть побольше, поэтому шарик мы можем взять покрупнее чуть-чуть и пройтись по кругу. А в самом центре у них зелененькая. Потом берем шарик, немножечко в зеленый цвет и проходимся. Буквально легкий оттенок. Чуть-чуть. И так со всеми цветочками. Если внимательно рассмотреть, то ближе к краешкам они чуть темнее. Потом мы берем
И слегка тонируем. Вы, наверное, уже заметили, что я люблю окрашивать пальцами такие мелкие детальки. Вот они, малипуськи. Для удобства я собираю сначала маленькие соцветия, допустим, по 2-3 можно. Скручиваю их. То есть, если вот посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, беленькие не берем, они очень мелкие. Здесь побольше. И теперь начинаем. Сначала лучше всего на ниточку собирать. Если мы внимательно посмотрим, видите, они все начинаются как бы в одном месте. Поэтому мы тоже вот выбрали какой-то центральный, допустим, и от него начинаем, отогнули и приматываем. Буквально несколько оборотов сделали. Следующее. Берем проволочку подлиннее. Сильно длинные я не буду делать, так как они все-таки невысокие сами по себе. И прикрутили. Ну, здесь уже обязательно потом проходимся чуть-чуть тейп-лентой. После этого можно будет фарфором обтянуть ствол чуть-чуть и сделать лепесточки. Если мы посмотрим, вот у них очень длинный ствол чистый, а потом начинаются листья. Листья с характерным узором. Его можно даже прочертить. Просто елочку и небольшой неровный край. И, конечно же, мы можем изогнуть, потому что все цветочки смотрят как бы кверху. У меня они, конечно, чуть крупнее получились. Но если у вас получится более мелкие, это будет даже здорово.